Привет, друзья! Я проводил время в деревне, и я, конечно, говорил с дедушками и бабушками. И они обычно говорят, как была, давно, да, как была здесь в России, как все было во время Советского Союза, да. И мне много интересного говорили, поэтому я хотел сделать видео про это. Yes, you heard me right. In Soviet Union. Я сегодня буду говорить, на самом деле, что мне рассказывали про это, и как я был в шоке тоже из-за этого. Первый, например, мне говорили, как цены были абсолютно другие. Например, была пачка сигарет 33 копейки, например. А обед в столовой, например, была 50 копеек. Еще дальше что говорили? Как билет из Томска в Москву был 60 рублей, например. Как билет из Томска в Ленинград был 61 рубль. Зарплаты, конечно, были другие. Например, зарплата была 150 или 200 рублей. А вы представляете, как все нормально было, да, все хорошо было. Сейчас зарплаты, цены другие. Они тоже говорили, что снимать квартиру, например, было, например, 35-40 рублей, когда зарплата была такие, как 150-200 рублей. Все было нормально. Они всегда говорят, что это не только бабушка и дедушка. Всегда говорят, что продукты были повкуснее, намного вкуснее, чем сейчас. Не было ГМО, не была такая химия, ничего не было, просто была намного вкуснее все было. Тоже почти все было сделано в СССР. Даже самолеты сделали. Сейчас тоже я знаю, что несколько самолетов они делают самолеты в России, да, как, например, Сухой и так далее. Но была одежда сделали. Одежды, представляете, одежды сделали здесь. Почти все было сделано здесь. Тоже на улице было безопасно. Дети гуляли целый день, все было нормально. Звонков не было, такие сигнализации не было и так далее. Было много свободов и много работы. Абсолютно без проблем искать работу и так далее. Тоже, если тебе не нравилось, где ты жил, ты без проблем смог менять место и так далее. Квартиры давали. Это просто почти мое поколение, это мы просто не сможем вот это верить почти. Потому что для нас просто трагедия купить квартиру. Здесь в России чуть-чуть лучше, чем в Европе. Но все равно надо брать ипотеку, надо платить ипотеку. Я не знаю, сколько лет на самом деле здесь, в России. Например, я знаю, что в Испании прямо сейчас ипотека 25-30 лет. Вы представляете, какая ситуация? Это у нас когда-то во время Советского Союза просто они давали квартиру, да? Разница зарплаты была меньше, намного меньше. Например, директор завода, он зарабатывал 2 раза больше, чем рабочие, например. И какие разницы сейчас у нас не такие. А еще я тоже хотел сказать, что Советский Союз на самом деле страна была одна из самых сильных стран в мире. И была вот это чувство, что всех
помогли вот это построить, такая страна, как построить вот это заводы, вот была, как всех помогли вот это делать. И это, я тоже думаю, что это было очень важно для всех. Я сейчас, не только когда я в России, я думаю, что это не чувствуется нигде, где я жил. На самом деле я это никогда не чувствовал. И много людей мне говорили про это тоже, что они чувствовали, как это было очень важно. Я на самом деле больше не хочу рассказывать про это, потому что я просто думаю, что для нас, все то, что случилось, когда распался Советский Союз, и все это просто для нас, для рабочего класса была трагедия просто. Поэтому давайте, ребята, пишите в комментариях, что вы думаете, какие цены, где вы жили, или какие цены бабушки говорили, дедушки, или что они говорили, что они рассказывали про это. Просто пишите, потому что для меня это очень интересно. И все, конец. Ставьте лайк, ребята, подписывайтесь на мой канал и все, скоро увидимся. Пока-пока.